Батарею вскрывали. Скрывали, что дальше неизвестно. И я вам скажу еще такое. Хоть бы там еще элементы были на месте. Майстер сервіс Електро вітає вас. Зачекайте хвилинку. Здравствуйте вам снова. Вот такой малыш Фиат приехал. Он приехал прямо с Америки, с аукциона. Его притянули на эвакуаторе. Машина не едет. Пока непонятно. Информации от клиента нету. Ехала она, не ехала. Или в процессе своей долгой дороги что-то произошло. В общем, сейчас будем смотреть, чего она не запускается, чего она не едет. Начинает серьезно заниматься Фиатом. Проверили 12-вольтовый аккумулятор. Здесь 9 вольт. Для начала поставим 12-вольтовый на зарядку. Данный Фиат у нас 13 года. Пробег 53 тысячи миль. Сейчас вот Серега делает диагностику. Машина приехала, ЧК лежала в пакетике на заднем сиденье. Сейчас на всякий случай Серега прозвонит ее. Живая? Уже хорошо. Не может с батарейкой связаться вообще. Будем ставить назад, чтобы видела батарею. Колочку? Нет, Чеку. без чеки должна видеть по элементу. А, на данный момент даже без чеки все равно она не видит, да, батарею? Не может подключиться. Понятно. Ну, не факт, может она там. Интересно, это делали? Там столько пробега. И смотрите, у нас выглядит все очень достойно. Ну что я вам скажу, вот смотрите, даже здесь сдерта антикоррозийка, видно металл, но коррозии не видно. Вот она батарея, тут Серега решил, что батарейку не видят по разъемам что-то. Но разъемы пока все на месте. Сейчас ждем мастера, что он скажет. Тут реально что-то все с таким пробегом, и как-то оно сильно красиво все выглядит. Ждем Серегу. Как там, смотрите, весь разъем сильно открытый. Серега, там должен был вообще теоретический пыльник какой-то? Вот тут? Да. Не? Не, он с резинкой, он там герметичный.
герметично. Да, резинка такая. Красиво, чисто. Ну да, все хорошо. Ничего кривого нету. Все красиво. О, оно, да? Ну да. Ну, тут всё хорошо. Так, первый разъем прошел допуск к работе. Тут уже что-то делали, снимался. Уже снимали, да? Отломанный, отломанный. Ага, отломанная фиксатор разъема. Да, и тут разъем поломанный. Которого хуй найдешь. Найти будет очень трудно, сказал только что мастер данный разъем. Ничего, Алексей приемщик все сделает. Сейчас займется поиском. Вот видишь, вот тут вот Сейчас я ближе подойду. весь треснутый. Вот это вот. Ага. Так, и вот вам должно быть видно. Вот такой у нас разъем. Так, ну что я вам скажу, смотрите, разъемы разъемами, а сейчас начали дальше осмотр машины. И вот смотрите, первое, что обнаружили, пломбочки скрытые, вот это зеленая. А теперь смотрите дальше. Сейчас это будет, наверное, согласовываться, все клиенту говорится. Батарею скрывали. Скрывали, что дальше неизвестно. И я вам скажу еще такое. Хоть бы там еще элементы были на месте. В общем, сюрприз нас ждет. Итак, сняли с Фиата батарею. То, что она была откручена, и то, что здесь кто-то был, это один разговор. Но самое главное, хоть все на месте. Визуально пока все есть. Сергей провел первичную диагностику. В общем, тут есть элементы и по 3 вольта, и ниже. Придется это все дотягивать, а там уже смотреть. Дай бог, что просто просила. И не было никаких конфузов. Потому что такие элементы я вообще не представляю, где их искать, если вдруг у них есть саморазряд. Пройдемся бегло по любимой теме антикора, состояние кузова. Ну вот, к Фиату я вопросов не вижу. Все нормалек. Даже намека на ржавчину нигде нету. И, кстати, разъемы тут все чистенькие. Продолжаем. Итак, хлопцы отключили БМС. Сейчас будем дотягивать элементы. Все подсоединяется. Серега, а сколько у нас тут плохих элементов? Все по 3 вольта. Все. А, полностью все, да? А, ну хоть ровненько, и то хорошо, да? Плюс-минус там чуть-чуть. Понял. Ну вот видите, они все просажены. Плюс-минус чуть-чуть. По 3 вольта. Ну, хорошо, хоть ровненько. В общем, один из вариантов. Машина пока ехала с Америки. И сдохла по пути. Подсадили хлопцы зарядные к батарее. Сейчас будут выставлять для поднятия вольтажа. Сейчас посмотрим, что они по цифрам.
340, да? Да. Вот хлопцы подзарядили ячейки батареи. Сейчас накидываем на Фиат. Серега, а сколько зарядили ячейки? До скольки? 3,6. Ну, 3,6, значит машина уже должна увидеть. Сейчас будем пробовать подсоединять. Пока первично, не закрывая, крышки только прикрыли. Так, у нас все вопросы к маленькому аккумулятору. По всей видимости, будем его подгонять. И там уже посмотрим. Не хочет контакторы пока клацать. Итак, машина уже хотя бы клацает контакторами. Уже есть плюс. Засветился маленький экран. Сейчас, я думаю, возьмем диагностику, посмотрим. Так, делаем диагностику на Фиате. Напряжение аккумулятора ниже пороговой величины. В чем это? В БМС? А нет, это фигня. Это EPS. БМС увидит. Да. Что у меня есть активное? Активного нету. БМС. Пришлось опять снимать батарею на Фиате. Контакторы клацают, а вот машина не видит батарейку. Напругу Серега проверял. С батарейки напруга идет. И все. Но почему-то машина ее не хочет видеть, батарейку. И вот, казалось бы, все хорошо уже было у этого Фиата. Собрали, посмотрели. Драйв включается, все как положено, все красота. А зарядка не идет. Долго ковырялись по всем информациям, которые есть по этой машине. Попроверяли. В общем, здесь вопрос к БМС. БМС не с этой батареи, или батарея вообще целиком не с этой машины. Сейчас хлопцы будут снимать БМС. Будем на программном уровне пробовать подключить ее к машине, потому что машина не видит данную БМС. Вот так выглядит фиатовская БМС. И вот она, разобранная БМС Фиата. Вот такой у нас проц. Хлопцы, в общем, какая ситуация? Здесь прописан ВИН-код другой машины. Будем пробовать всовывать оригинальный с этой машины ВИН-код. Дай бог получится. Будем пробовать. Продолжаю работу по Фиату. В общем, машина поехать-то поехала, но не хочет она заряжаться. Дотягивал Серега батарею, поставил там на каждой ячейке по 3,9. Разбаланс минимальный, все должно быть хорошо, но машина пишет, батарея разряжена и на черепахе еле-еле сунется. Начинаем ее ставить на зарядку, зарядка не идет. При более визуальном осмотре видно здесь вот зарядник. И судя по вот этим пломбам, здесь уже кто-то лазил. Кто-то был, сейчас и мы сюда
Зайдем, посмотрим, что там. Потому что все следы пока ведут у нас к заряднику. Добавляют машины работы, добавляют. Как-то очень удачно ее продали на аукционе. Ну, ничего, подымем. Не воняет? Да нет пока. Так, и вот он зарядник. Спасибо. Дросселя. Предзаряд. Вот это вот два резюка впослед и релюшка. Да. И входит переменка. Переменка, все, ну что-то там, да, все. А выходит с него плюс-минус. Вот здесь смотри, что происходит. Вот здесь 0. Мгм. То есть после диодного моста уже короткая. Жи. И дальше вот звоним. Вот эти диодики. 0. И в обратную сторону 0. Он должен же звониться как диод. Даже можем вот так как диод. Понятно. Она должен быть переход. Мгм. И этот, То же и самое. этот. Да. Вот так вот. Забраковал тут Серега зарядник. Заказали другой. Приехали. Валик поставил. Что, зарядка идет у нас? Да. Все нормалек. Сейчас дособираем и будем отдавать машину. Всем спасибо. Ну вот по данному фиату, в принципе, можно заканчивать видео. Смотрите, что у нас получилось. Краткая предыстория. То, что машина с Америки, раз. В батарее кто-то был, 2. БМС не родная, 3. После определенной проделанной работы с БМС-кой, честно вам скажу, долговато ковырялись. Примерно 4 дня лазили в мозгах машины и в БМС. И наконец-то ее подружили. Машина увидела батарею, увидела БМС-ку и начала крутить колесиками. Поэтому Серега собирает ее. И уже, в принципе, можно будет звонить счастливому хозяину. Всем спасибо, всем пока. Ну все, выгоняем Фиата. Была проделана работа по батарее, по БМС. Замена зарядника. И, в принципе, все. Всем спасибо. До свидания.